Здравствуйте! Сегодняшний мастер-класс будет о вязании незаметного перехода в платочной вязке в круговом вязании. При вязании платочной вязки по кругу чередуются ряды из лицевых и изнаночных петель. То есть, например, четные ряды вяжутся лицевыми петлями, а нечетные – изнаночными. При переходе от одного ряда к другому, в частности, от изнаночного ряда к лицевому, образуется ступенька. Обратите внимание на этот образец. Его нижняя половина провязана именно таким способом. Это значит, что последняя петля текущего ряда и первая петля этого же ряда не соединяются в одну ровную линию. Стык рядов получается визуально зигзагом из изнаночных петель. Вот, посмотрите. Ступенька, чуть выше ступенька, еще выше ступенька. И так далее. Получается такой зигзаг из изнаночных петель. Есть несколько популярных вариантов исполнения незаметного соединения. В них предполагается провязывать последнюю петлю изнаночного ряда с последующей протяжкой вместе изнаночной петлей. То есть, например, представим, что это у нас изнаночный ряд. Последняя петля провязывается вместе с протяжкой, которая следует после этой петли. В лицевом ряду все петли провязываются лицевыми без особенностей. То есть просто лицевая петля переходит в изнаночную. Этот способ провязывания стыка на моих изделиях выглядел слегка неопрятно, поэтому я решила разработать свой собственный вариант провязывания перехода изнаночного ряда в лицевой. Тогда как стык лицевого и изнаночного рядов происходит без особенностей. Верхнюю половину образца я провязала своим переходом. Практически незаметный и плавный переход изнаночных петель. Конец и начало ряда действительно совмещаются в единый круг. Обратите внимание, это последняя петля, это первая петля следующего ряда. Они соединяются в одну плавную линию. Платочная вязка очень популярна при выполнении снудов, провязанных по кругу, поэтому такой переход будет необходим для того, чтобы скрыть ступенчатые стыки. Давайте приступим к технике выполнения моего способа. Для начала провяжите ряд из изнаночных петель. То есть просто провязываем все петли изнаночными за переднюю стенку и так до конца ряда, кроме последней петли. Последнюю петлю нужно оставить не провязанной. Я почти довязала изнаночный ряд, оставив последнюю петлю не провязанной на левой спице. Теперь формируем незаметный переход в лицевой ряд. Для этого нить переводим перед работой, заводим правую спицу в предыдущую петлю, из которой провязана текущая непровязанная петля. Заводим спицу внутрь. Захватываем левую стенку этой петли и провязываем ее изнаночной петлей. Таким образом. Далее непровязанную петлю просто переснимаем на правую спицу. Нить заводим за работу. Маркер убираем, он нам здесь не понадобится. Потом мы его проденем заново. Следующую петлю мы поворачиваем. Надеваем обратно на левую спицу. Непровязанную петлю тоже нужно надеть на левую спицу. Теперь нужно провязать обе петли вместе лицевой за переднюю стенку. Это будет первая петля лицевого ряда. Таким образом. Оставшиеся петли текущего ряда нужно провязать лицевыми за заднюю стенку. И так до конца ряда, до последней петли включительно. Маркер мы вернем на его изначальное положение. То есть на место перехода изнаночного ряда в лицевой, вот здесь. Закончите этот ряд самостоятельно и встретимся на месте перехода. Я провязала лицевой ряд. Теперь следующий ряд просто начинаем вязать изнаночными петлями. Перекидываем маркер, следующая петля изнаночная за переднюю стенку. И так далее провязываем все петли изнаночными
кроме последней петли, которая будет участвовать в переходе. Таким образом, получается, что переход чередуется через ряд. Если в нечетном ряду, где мы провязывали изнаночные петли, мы делаем переход, то в четном ряду, состоящего из лицевых петель, мы переход не провязываем, а просто вяжем по рисунку. И так далее. Чередуем переход и простой стык. Этот уникальный способ разработан мной, поэтому при его использовании в своих мастер-классах и описаниях обязательно указывайте ссылку на это видео и на мой канал. Спасибо всем за внимание, рада, что заглянули. Удачи вам и успехов, делитесь своими работами, до свидания.